Опа! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой сегодня поглядим на цифровой цирк, и это будет у нас разбор пилотного эпизода «Тайны, загадки, теории и абсурд». Let's go. Друзья, приятного просмотра, обязательно ставьте лайкосик, ссылочка на оригинал будет в описании. Ну что, Здорово. погнали, друзья. И совсем недавно вышел новый мультсериал, а точнее пилотный эпизод «Удивительный цифровой цирк». И сегодня я бы хотел сделать разбор на него, пошариться в мелких деталях и придумать свою теорию. Короче, начинающий Удивительный канал цифровой вроде бы. цирк начинается как Ребят, эпичная подписывайтесь, игра все из дела. нулевых, с разрешением Шакал HD, ну и звуком под стать этому разрешению. И интересная деталь, которую мы можем заметить, это то, что когда картинка меняется на нормальную, а не на Шакал HD, то и звук изменяется и становится более приятным, что ли. Также и разрешение самой картинки из квадратного монитора превращается в более современный. И это все нам намекает на то, что удивительный цифровой есть же цирк Full HD. разработан на старом компьютере где-то ближе к нулевым. Идя дальше по серии, во время перечисления персонажей вместо Кауфма стоит какая-то картонная фигура. Ведь дальше по серии Да, мы помним, что там будет. Он, короче, будет гличнутым таким. мы узнаем, что Кауфма рассеялся. И возвращаясь к тому, что удивительный цифровой цирк создан на старом компьютере очень давно, мы можем увидеть, есть некие провисания. И такие мелкие баги и провисания будут преследовать нас по всей серии. Идем дальше. Скорее всего, вот эта фраза. Потому что если это новый персонаж, то нам придется переделать всю заставку. И вот эта фраза. Удивительный цифровой цирк — это место, которым наслаждаются зрители всех возрастов! Это просто забавная деталь, ломающая четвертую стену. Ведь в конце пилотного эпизода мы видим, что удивительный цифровой цирк находится в неком компьютере с подключенным VR-шлемом к нему. Нам объясняют, что каждый, кто попал в виртуальную реальность, не помнит своего имени. И то, что Кейн, вот этот ночной кошмар стоматолога, не умеет управлять их разумом. И он решает придумать имя нашей главной героини, но перед этим зачитывает ей свод правил. Почему, интересно, кошмар стоматолога? Почему? У него, смотри, какие замечательные, шикарные зубы. Ё-моё. Вообще да, кошмар. Вообще да, ребят, потому что вообще нету И кариеса. вот после того, как он понятно и внятно все рассказал, мы понимаем, что имя должно не нарушать пользовательское соглашение, не должно не нести в себе ненормативную лексику и всякое такое. И после того, как наша героиня отказалась от такого хайпового имени, как... Ей подбирают имя попроще. После того, как Кейн пытается узнать ее предпочтения, Любишь приключения, увлечения, удивления, риск, страх, бой, страдания, огонь, смех, болезни, смерть? Кстати, реально. Слушай, я даже не задумывался, но на русском помни, это действительно помни. А на английском что? Помни. Типа, что это значит на английском? Ангельский пирог? он решает устроить приключения для нее. И забавно наблюдать, как Кейн будто бы смеется надо всеми. Ведь когда Зубл говорит, что не хочет участвовать в этом приключении, Кейн говорит то, что он сделает его ненавязчивым, чтобы Зубл могла и не участвовать в нем. Но после этого именно она была втянута туда больше всего. Ведь в ходе испытания ее разобрали и утащили. Наши герои решают разделиться. Трое решают пойти к Кауфму, а двое остальных идут спасать Зубл. Во время того, как наша троица идет по коридору с комнатами, Рогатый рассказывает, что испытания делают для того, чтобы те, кто заперты в цифровом цирке, окончательно не сошли с ума. Тут же мы видим множество комнат с персонажами, которые перечеркнуты красным крестиком. Это говорит нам о том, что наши герои не единственные, кто попадали в этот цирк. И почти сразу нам показывают, что же стало с ними. Дойдя до предела и сойдя с ума, они превращаются в таких монстров. Все в комнате Кауфма намекает на то, что он сошел с ума из-за того, что не смог найти выход. И обращая внимание на этот рисунок, мы можем понять, что он очень сильно боялся Кейна, который, скорее всего, всячески пытался помешать ему. Нам показывают, что человек, сошедший с ума, впадает в безумие и начинает крушить все вокруг. Он нападает как и на людей, так и на NPC. Всех, кого он избивает, начинают кидать из стороны в сторону, и они начинают лагать. Это хоть их и не убивает, но приносит невыносимую боль. Наша героиня смогла убежать от него и обдурить. По просьбе Рогатой она пытается найти Кейна, но находит дверь выхода, которую видела еще не раз до этого.
Зайдя в дверь, она попадает в какие-то бесконечные комнаты, которые больше похожи не на выход, а на закулисье. Где-то в это же время наш кролик догоняет двух самых равновешенных персонажей в мире. И втроем они отправляются в гнездо Гоинков. Если вы еще не поняли, что делает вот этот гигантский глист, то я вам объясню. Судя по всему, королева Гоинков поглощает вещи и превращает их в такие же бесячие фигуры. Король пытается спасти Зубул, но из-за того, что его руки никак не связаны с телом, а просто левитируют рядом, он не Офигеть. смог ее схватить. К ним в гнездо падает Кауфман и начинает избивать королеву Гоинков. И пока происходила вся эта драка, наши герои под шумок сваливают. И в это же время Помни, наша главная героиня, продолжает бегать по закулисью и пытаться найти выход. И вот в одной из комнат она замечает старый по виду компьютер, к которому подключен VR-шлем. И заострив на нем свое внимание, в ее голове как будто что-то переключается, и она начинает впадать в безумие. И вот, открыв очередную дверь, она попадает в пустоту. Кейн, заметив то, что кто-то попал в пустоту, немедленно отправляется доставать его. Ведь, по его же словам, тот, кто попал в пустоту, может... Испортится! Вернув нашу главную героиню обратно в цирк, он удивляется, что же здесь произошло. Но как он не может знать, что здесь произошло, ведь в начале серии он сказал, что в цирке есть сотня всевидящих глаз, которыми он может наблюдать за остальными. Кстати, да, он про это же сказал, и по идее вообще он вообще просто не смотрел. Ему пофиг было на это все, какого После фига? того, как ему сообщили, что Кауфман рассеялся, он сразу же запихал его в подвал, где мы можем видеть, что он был не единственный такой, и уже много Да, кто там превратился просто в до хрена такого всего. монстра. Смотри, Когда же сколько их. Кейн объяснял, почему он соврал насчет выхода, все его действия и мимика указывала нам на то, что он врет. Когда человек врет, он зачастую смотрит в правый верхний угол, и поэтому все его объяснения о том, что он не доделал работу, это вранье. К тому же, он сказал, что не любит показывать недоделанную работу, но сам же в начале серии показал пустоту. Ну и серия заканчивается на застолье. Но сейчас я бы хотел приступить к своей теории. Я думаю, что когда-то существовала компания, создававшая игры, называвшаяся C&A. И в этой компании работал некий специалист, который захотел создать игру, которая обгонит свое время. Игру, которая будет подходить для всех возрастов и никогда никому не надоест. Ведь в этой игре будет искусственный интеллект, который будет придумывать мини-игры и испытания в реальном времени. Этот человек разрабатывает игру, придумывает искусственный интеллект и со временем встраивает в нее VR, чтобы игра ощущалась еще реальнее, чем это было до этого. И чтобы человек мог наслаждаться ей еще сильнее, Кстати, реально, неплохая теория, вообще он неплохая. добавил все различные чувства, начиная от чувства вкуса, заканчивая чувством боли. Для того, чтобы ты мог полностью насладиться игрой и как бы забыть про внешний мир, некоторые твои воспоминания блокируются. К примеру, зайдя в игру, ты даже не вспомнишь своего имени, и тебе, как в большинстве игр, придется придумать никнейм для своего персонажа. Но в один момент вся эта система и искусственный интеллект пошли против создателя. Кейн нашел способ управлять многими аспектами игры изнутри, и тем самым запирать людей в ней. Скорее всего, он давным-давно запер создателя в этой игре, и создатель давно уже сошел с ума и превратился в одного из этих монстров, что мы можем наблюдать в подвале. И таким образом, игра, которая должна была вызвать фурор, вышла из-под контроля, и может быть даже тем самым загубила эту компанию. Что все это вообще значит? Ну и вот, пока больше я придумать не смог. Надеюсь, вам понравился этот Окей. ролик, лайки, подписки, все такое, а я Да. погнал. Всё, давай, дружище. Блин, слушай, мне понравился ролик, вообще прикольный на самом деле. Гоки. Короче, ссылочка на него будет в описании. Блин, если честно, прикольно он рассказал все. Ребят, вы знаете, что делать. Лайкосики, конечно. Залетайте в Телеграм. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.